Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 300 интересных фактов, под которые легко уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра! Начнем. 1. Самый везучий человек Австралии. В 1998 году австралийский дальнобойщик перенес тяжелый сердечный приступ, пережил клиническую смерть и на 12 дней впал в кому. Когда врачи уже готовились отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, мужчина неожиданно пришел в себя. Вскоре после этого ему повезло выиграть в лотерею автомобиль стоимостью $30 тысяч. Эта история настолько поразила местную телекомпанию, что о нем решили снять новостной сюжет. По сценарию съемки герой должен был прямо перед камерой стереть защитный слой с лотерейного билета. И именно этот билет оказался выигрышным, принеся ему еще $250 тысяч. 2. В Барселоне, в фонде Жоана Мира, есть действующий ртутный фонтан в герметичном стеклянном корпусе. 3. Пола Ньюмана часто путали с Марлоном Брандо. В начале своей карьеры Пол Ньюман нередко сталкивался с тем, что прохожие принимали его за молодого актера того времени, Марлона Брандо. Чтобы не огорчать поклонников, он не поправлял их, а спокойно подписывал блокноты с наилучшими пожеланиями Марлон Брандо. По словам Ньюмана, он сделал примерно 500 таких автографов. 4. Мизинец играет куда более важную роль, чем принято думать. Без него ладонь теряла бы значительную часть своей силы. Большой, указательный и средний пальцы в основном обеспечивают захват предметов, тогда как мизинец вместе с безымянным отвечает за мощность сжатия. 5. Более 40 верблюдов были отстранены от участия в верблюжьем конкурсе красоты в Саудовской Аравии за то, что имели инъекции ботокса и другие косметические улучшения. 6. В 2004 году житель Вильнюса Йонас Йонайтис, литовский аналог Ивана Иванова, обратился в суд с требованием перестать использовать его имя в образцах бланков, когда я заполняю документы. Мне говорят, что нужно писать свое имя и фамилию, а не списывать с образца. 7. Скандал вокруг слов Джона Леннона в 1966 году. Находясь на пике своей славы, в 1966 году Джон Леннон заявил, что группа The Beatles популярнее Иисуса Христа. Это высказывание вызвало возмущение у радиостанции Клу из небольшого городка в Техасе, которая в ответ устроила акцию публичного сожжения пластинок и другой атрибутики The Beatles при участии слушателей. На следующий день в здание радиостанции ударила молния, оборудование вышло из строя, а диктор потерял сознание. 8. 100 тысяч миллиардов стихотворений. В книге Раймана «Кино 100 тысяч миллиардов стихотворений» всего 10 сонетов по 14 строк, но благодаря одинаковой рифмовке и структуре их строки можно свободно переставлять. Поскольку каждая строка напечатана на отдельной полоске, любое сочетание образует новый сонет, всего их 100 тысяч миллиардов. 9. Батончики KitKat в Японии продаются в более чем 200 вариантах вкусов, в том числе со вкусом лимонного уксуса, сладкого супа из красной фасоли, соевого соуса, цветов вишни и так далее. 10. Кремы с коллагеном не работают. Ученые не нашли доказательств тому, что коллаген, будучи нанесенным на кожу, оказывает на нее какой-либо эффект. 11. В средние века многие люди были уверены, что попугаи прилетели на землю из райских садов, поскольку их крик напоминал тогдашним европейцам слова Ева и Ави, имя первой женщины и начало молитвы «Аве Мария». 12.
В испанской версии «Терминатора 2» вместо фразы на испанском «Hasta la vista, baby» герой Шварценеггера произносит по-японски «Sayonara, baby». Прокатчики решили, что фраза должна произноситься на другом языке, иначе пропадает ее смысл. 13. Жирная и сладкая пища, съеденная на ночь, может испортить сон. При усвоении высококалорийных продуктов выделяется много тепла. А для того, чтобы уснуть, телу необходимо понизить температуру на 1 градус. 14. Queen – единственная группа в мире, где каждый участник написал как минимум по 3 хита для группы. Имена всех участников Queen находятся в зале славы авторов песен. 15. Нельзя съедать больше 5 бразильских орехов в день, поскольку они содержат селен, вызывающий различные проблемы со здоровьем, от ломкости ногтей до почечной недостаточности. 16. Следующий день после Дня Благодарения – самый загруженный день в году для сантехников США. Они называют его «Коричневой пятницей». 17. В конце Вьетнамской войны, 29 апреля 1975 года, экипаж авианосца «Мидуэй» столкнул за борт вертолеты общей стоимостью около $10 миллионов, чтобы освободить палубу для посадки самолета Cessna под управлением южно-вьетнамского летчика Ли Бинга, на борту которого находились члены его семьи. 18. Было зафиксировано, что 21-летний гроссмейстер Михаил Антипов сжег 560 килокалорий всего за 2 часа игры в шахматы, примерно столько же, сколько Роджер Федерер сжигает за 1 час игры в теннис. 19. До 2025 года члены жюри «Оскара» не были обязаны смотреть все фильмы в той номинации, в которой они присуждали награды. 20. Когда пират Жан Лафит узнал, что губернатор Луизианы предложил $500 за его поимку, Лафит поручил соратникам расклеить листовки, предлагающие $1500 за поимку губернатора. 21. Шимпанзе по кличке Сантина, живший в зоопарке Фурувик в Швеции, запасал камни, чтобы позже бросать их в посетителей. Изучив это поведение, ученые пришли к выводу, что способность к планированию не является исключительно человеческой чертой. 22. Люди плохо запоминают легкодоступную информацию. Например, ту, что можно быстро найти в интернете. Этот феномен называется эффектом Google. 23. Резуховидка Таля краснеет в неблагоприятных условиях, а ее генетически модифицированная версия при наличии оксида азота, выделяемого взрывчаткой. Поэтому, засеяв ею территорию, можно находить мины по изменению цвета растений. 24. Большинство людей не догадываются, что светофоры на самом деле значительно крупнее, чем кажется. Это объясняется эффектом постоянства размера. 25. В начале XIX века кетчуп продвигали не как соус, а как лечебное средство. Ему приписывали эффективность при диарее и желтухе и даже выпускали в виде таблеток. Позднее эти утверждения были признаны несостоятельными, после чего кетчуп окончательно закрепился на рынке исключительно как соус. 26. По приблизительным оценкам, за свою жизнь человек может столкнуться с несколькими десятками убийц, не подозревая об этом. 27. Одна 43-сантиметровая пицца больше, чем 2 30-сантиметровые. 28. Парадокс дружбы заключается в том, что у большинства людей в среднем меньше друзей, чем у их друзей. 29. В 2017 году в американском городе Санта-Клара произошла курьезная история. Злоумышленники похитили GPS-трекеры на сумму $18 тысяч у компании Roombi Corporation, которая их производила. Уже через несколько часов преступников задержали. 30. Энди Джордж решил приготовить обычный сэндвич, полностью создав все ингредиенты с нуля.
Он выращивал пшеницу и овощи, добывал соль, доил корову, делал сыр и масло, молол муку, собирал мед и даже сам забил курицу. В результате на один сэндвич у него ушло около полугода и $1500. 31. Кошки тратят от 2 до 5 часов в сутки на уход за собой, а именно вылизывание и чистку когтей. 32. 27 ноября 1990 года Мохаммед Али встретился лично с Саддамом Хусейном, чтобы обсудить вопрос освобождения американских заложников, удерживаемых в Ираке и Кувейте. Спустя несколько дней легендарный боксер сопровождал из Ирака 15 освобожденных пленников, что значительно укрепило его авторитет и уважение во всем мире. 33. Собаки, которых выгуливают мужчины, в 4 раза чаще нападают на других собак и кусают их. 34. На самом деле рису не требуется такое большое количество воды, но он способен расти в таких условиях, в отличие от сорняков, поэтому вода служит для него естественной защитой. 35. Американский журнал The New York Times Magazine опубликовал положительную статью о Гитлере за 11 дней до начала Второй мировой войны, в которой упоминается, что фюрер любит гулять в горах и наслаждаться пирогами с крыжовником. 36. 4 мая 1987 года, в день 50-летия моста «Золотые ворота», на него вышли около 300 тысяч человек. Под их весом центральная часть моста прогнулась более чем на 2 метра. На мост собирались подняться еще около полумиллиона человек, однако власти заранее перекрыли доступ к сооружению. 37. Долгое время считалось, что туберкулез возникает только у возвышенных натур, например, поэтов, художников. Его называли романтической болезнью. 38. Люди являются единственными существами на планете с выраженным подбородком. 39. Bluetooth. Король викингов. Название Bluetooth происходит от датского слова «блетенд», которое переводится как «синезубый». Так прозвали короля викингов Харальда I, правившего в Дании в X веке. По одной из версий, прозвище связано с его потемневшим передним зубом. Главное же достижение Харальда I Синезубого заключалось в том, что он сумел объединить разрозненные и враждовавшие датские племена в единое королевство. По замыслу создателей технологии, Bluetooth выполняет похожую роль, объединяя разные протоколы связи в один универсальный стандарт. Даже логотип Bluetooth отсылает к этому королю. Он представляет собой сочетание двух скандинавских рун младшего Футарка, Хагалас и Беркана, звуковые значения которых соответствуют инициалам Харальда I Синезубого H и B. 40. Эштон Кутчер хотел отдать свое сердце брату. Когда Эштону Кутчеру было 13 лет, он переживал тяжелый период из-за болезни своего брата-близнеца Майкла, который находился в больнице в ожидании донорского сердца. Из-за кардиомиопатии шансы на операцию с каждым днем уменьшались, и это настолько подавляло Эштона, что он решился на отчаянный шаг, надеясь, что его сердце сможет спасти брата. В последний момент его остановил отец и убедил не делать этого. Вскоре выяснилось, что донорское сердце для пересадки уже везли в больницу. 41. Случайный Папа Римский. В 236 году после смерти Папы Римского Антера на выборы его преемника приехал Фабиан, простой христианин из провинции. Во время обсуждения кандидатур на него неожиданно сел голубь, это сочли божественным знаком, и Фабиана сразу избрали епископом. Он возглавлял церковь до 250 года, когда был казнен по приказу императора Деция Траяна, возобновившего гонения на христиан. 42. Как колокола Свято-Данилова монастыря оказались в Гарварде. В 1930-е годы, после разрушения Свято-Данилова монастыря, советские власти планировали отправить его колокола на переплавку.
Узнав об этом, американский предприниматель Чарльз Ричард Клейн выкупил их по стоимости бронзы, вывез в США и передал Гарвардскому университету. В 2007 году Гарвард согласился вернуть колокола возрожденному монастырю при условии, что российские мастера отольют взамен подлинников их точные копии. 43. Башня Накагин – первое в мире жилое капсульное здание. В 1972 году в Токио было построено первое в мире жилое капсульное здание. Знаменитая башня Накагин архитектора Кисё Курокава. 140 модульных капсул размером 2,5 на 2,5 на 4 метра. Собирали на заводе и крепили к каркасу 4 болтами. В каждой находилось все необходимое для жизни: кровать, стол, ванная с туалетом, кондиционер, телевизор и телефон. Критики сравнивали башню с нагромождением стиральных машин, на что Курокава отвечал, что это скорее гнездышки для путешествующих бизнесменов. Изначально планировалось заменять устаревшие капсулы, продлевая жизнь здания, но высокая стоимость сделала это невозможным. К 2022 году башня была демонтирована, часть капсул сохранили как музейные экспонаты. 44. На Гаити едят печенье из глины. Глиняное печенье, известное на Гаити как банбон-ти, готовят из земли, смешанной с солью, растительным жиром и иногда сахаром или водой. Затем из смеси формируют лепешки и запекают их. На Гаити многие крайне бедные семьи, особенно в сельской местности, прибегают к такому пищевому суррогату в периоды нехватки еды, поскольку он дешевый и дает ощущение сытости. Матери нередко дают его детям, чтобы хотя бы временно утолить голод, когда настоящей пищи не хватает. При этом глиняное печенье практически не обладает питательной ценностью и может содержать опасные бактерии или паразитов, представляя серьезный риск для здоровья. Этот феномен наглядно подчеркивает суровую реальность голода и крайней нищеты. 45. Козел-король. Во время ярмарки козла Пак-Фейр в Киларглине, одной из самых древних ярмарок Ирландии, жители города поднимаются в горы, где отлавливают дикого козла. Животное привозят в город, и затем в ходе торжественной церемонии ученица старших классов одной из местных школ, носящая титул королевы козлов Queen of Pack, возлагает на его голову корону. Королевой становится девушка, написавшая лучшее эссе с обоснованием того, почему именно она достойна этого звания. После коронации животное получает титул козла-короля и помещается в клетку, подвешенную в центре города. Там козел проводит все 3 дня ярмарки, после чего его возвращают обратно в горы. Самое раннее упоминание ярмарки относится к 1603 году, однако достоверное происхождение этой традиции до сих пор остается неизвестным. 46. Соловьиные полы. В средние века в Японии использовали соловьиные полы угуй-субари, своеобразную сигнализацию. В дворцах и храмах полы издавали звуки, похожие на птичье пение, когда по ним проходили. Металлические скобы под половицами терлись о шипы. Ходьба на цыпочках лишь усиливала шум, делая незаметное передвижение невозможным. 47. Самая длинная молекула ДНК в организме человека находится в первой хромосоме. Она состоит примерно из 6–10 миллиардов атомов. 48. Стихи о советском паспорте Владимира Маяковского – это стихи о загранпаспорте. Внутренние паспорта в СССР появились только в 1932 году, а стих был написан в 1929. 49. Индия – одна из немногих стран, где на всех упакованных продуктах производителем указана максимальная розничная цена. Продавцам запрещено взимать более высокую плату. 50. В организме человека массой около 50 кг содержится количество соли, эквивалентное примерно 10 столовым ложкам. 51. Короткохвосты, в отличие от других видов ящериц, стремятся к моногамии.
Большую часть года короткохвосты проводят сами по себе, но в соответствующий период ежегодно возвращаются друг к другу. Такие пары могут держаться до 20 лет. 52. Собакам тоже ставят брекеты. 53. Самой маленькой обезьяной в мире считается карликовая игрунка, она настолько миниатюрна, что способна обхватить человеческий большой палец, словно ствол дерева. 54. До появления ластика карандаш стирали хлебным мякишем. 55. В школе Джордж Буш-младший был капитаном чирлидеров. 56. В 21 год Авраам Линкольн был чемпионом штата Иллинойс по борьбе и победителем 300 схваток. 57. Контрафактура – это замена текста песни новыми стихами взамен первоначальных. 58. Одно из самых ранних известных упоминаний мифа о том, что Великая Китайская стена видна из космоса, содержится в письме XVIII века задолго до космических полетов. 59. Биологический отец Мартина Гора, одного из основателей группы Депеш Мод, афроамериканец, о чем сам Гор узнал только в 30 лет. 60. У Карла Лагерфельда было 4 айфона и 20-30 айпадов, он использовал их как скетчбуки во время работы. Также он утверждал, что у него были сотни айподов. 61. Во времена правления Гитлера в Германии считалось, что познание природы зависит от расы. Поэтому физика Эйнштейна полностью отвергалась, как еврейская. 62. На фотографии идеальный арийский младенец, распространяемый нацистской пропагандой в 1930-х годах, запечатлена Хесси Тафт, девочка еврейского происхождения. 63. Серена Уильямс выиграла свой рекордный 23-й турнир серии «Большого шлема» в одиночном разряде, находясь на 8-й неделе беременности. 64. Сразу после окончания Второй мировой войны на Европейском театре военных действий в июле 1945 года консерваторы в Англии проиграли парламентские выборы, что привело к уходу Черчилля с поста премьер-министра. Когда король решил вручить Черчиллю орден подвязки, тот отказался, заявив, что избиратели уже наградили его орденом башмака. 65. Во время миссии Аполлон-10 внутри корабля летал кусок фекалий. Астронавты единодушно отрицали, что он принадлежал кому-либо из них. 66. В китайской системе письма Эрсушаба значение глифа зависит от его цвета. Например, глиф «Звезды и Луна» означает «тусклый», если написан черным цветом, и «сияющий», если белым. 67. Знакомьтесь, ближайший из ныне живущих родственников слона – капский доман. 68. Куколки-бабочки Тимора Тарисина выглядят так, будто сделаны из золота. 69. Калифорнийская морская свинья – самая маленькая китообразная на планете, до 150 см в длину. На 2023 год, по оценкам ученых, этих животных на планете оставалось менее 10 особей. 70. Французский мыслитель Вольтер чрезвычайно разбогател при помощи математика Шарля Мари де ла Кондамина, смошенничав на французской лотерейной системе. 71. Мел Гибсон должен был снять фильм «Умница Уилл Хантинг» после «Храброго сердца». Он работал над проектом несколько месяцев, но захотел больше времени. Дэймон и Аффлек потеряли терпение, отметив, что скоро будут слишком стары для своих персонажей. В итоге они убедили Мела покинуть проект, и режиссером стал Гас Ван Сент. 72. Удар Шугара Рэя Робинсона перед боем за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Шугару Рэю Робинсону приснилось, что его противник Джимми Дойл умирает на ринге, и так оно и случилось.
Дойл не смог выйти на 9-й раунд, ему стало плохо, и на следующий день он ушел из жизни в больнице. Возможно, из-за последствий нокаута годичной давности. Шугар Рэй Робинсон передал матери Джимми Дойла деньги от своих следующих 4 боев, чтобы она смогла купить дом и исполнить желание сына. 73. Ралли без прав. На шведском этапе чемпионата мира по ралли 2011 года норвежский гонщик Петер Сульберг оказался в неловкой ситуации. По пути к трассе по обычной дороге его остановила полиция за превышение скорости на 30 км в час. По шведским правилам за такое нарушение полагается временное лишение водительских прав, распространяющееся даже на специальные трассы, правда с отсрочкой исполнения на 48 часов. В результате первые 2 дня ралли Сульберг управлял автомобилем сам, а в решающий 3-й день посадил за руль своего штурмана Криса Паттерсона. Несмотря на то, что тот раньше никогда не пилотировал гоночный автомобиль, экипаж завершил гонку в первой 5. 74. Фикусы-душители – растения полуэпифиты, то есть начинают жизнь как эпифиты, их семена, чаще всего разносимые птицами, прорастают в трещинах коры других деревьев. Молодое растение затем опускает корни к земле. Постепенно оно обвивает ствол своего хозяина побегами, стремясь подняться выше к лесному пологу, где больше света. Со временем хозяин не выдерживает нагрузки и погибает, а фикус превращается в колоннообразное дерево с полым центром, поскольку ствол погибшего дерева постепенно разрушается. 75. Паноптикум – это здание, спроектированное так, чтобы один охранник мог наблюдать за многими людьми. При этом они не знали, находятся ли под наблюдением. Здание имеет круглую форму, а камеры расположены вокруг центральной башни. Такая конструкция позволяет контролировать людей, создавая ощущение постоянного наблюдения. Первоначально паноптикумы строились для тюрем, но принцип их устройства используется и в других сферах. 76. Кальчо – жестокая игра средневековой Флоренции. В средневековой Флоренции широкое распространение получил командный спорт кальчо, который принято считать одним из предшественников современного футбола и регби. На поле каждая команда выставляла по 27 игроков, а мяч разрешалось передавать и отправлять в ворота любыми способами. Правила допускали удары, захваты и иные формы жесткого физического противоборства. Поэтому участие в матчах нередко заканчивалось гибелью игроков. В ранний период существования кальчо-организаторы, стремясь сделать поединки более зрелищными и напряженными, порой выпускали на арену еще и быков. 77. Жизнь, рассказанная журналом Life. В дебютном выпуске журнала Life, увидевшем свет в 1936 году, был опубликован снимок новорожденного Джорджа Стори с заголовком «Life Begins» – «Жизнь начинается». В последующие годы издание неоднократно возвращалось к его судьбе, рассказывая о том, как он взрослел, создавал семью, воспитывал детей и строил карьеру. В марте 2000 года журнал объявил о скором прекращении своего существования, а спустя месяц Джордж Стори скончался от сердечной недостаточности. В последнем номере Life вышла статья о Джордже с символичным заголовком «A Life Ends» – «Жизнь заканчивается». 78. Ким Хён Хи – северокорейская шпионка. Ким Хён Хи – агент северокорейской разведки, ответственная за взрыв самолета Korean Air, выполнявшего рейс 858 в 1987 году, в результате которого погибли 115 человек. В 1989 году она была приговорена к смертной казни, однако позже помилована. Президент Южной Кореи заявил, что она стала жертвой идеологической обработки со стороны правительства КНДР. В 1997 году Ким вышла замуж за бывшего южнокорейского агента, занимавшегося ее делом. У них 2 детей. Ее семья, оставшаяся в Северной Корее, была арестована и отправлена в трудовой лагерь. 79.
Амеба-вампир прокалывает стенку водоросли, вводит внутрь псевдоподию и полностью высасывает содержимое. 80. Кость обладает большей устойчивостью к давлению и большей несущей способностью, чем стальной стержень той же ширины. 81. Ширли Хендерсон сыграла школьницу Плаксу Миртл в «Гарри Поттере», будучи в возрасте около 37 лет. 82. Кошки отлично видят быстро движущиеся объекты и гораздо хуже неподвижные или движущиеся медленно. Способность к фокусировке зрения у них в 2-3 раза меньше, чем у людей. 83. Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев плачут без слез. 84. Надгробный памятник, расположенный не в том месте, где захоронен покойный, называется кинотаф. Кинотаф играет роль символической могилы. 85. В Швейцарии есть стрельбище, расположенное на одном из самых оживленных шоссе в стране, в котором цели, отстреливаемые клиентами, находятся на противоположной стороне дороги. 86. В мире значительно больше стран, где количество женщин превышает число мужчин, чем стран, где больше мужчин. 87. Пустынные трюфели, родственники более известных европейских сортов, часто вырастают после грозы. Удары молнии образуют полезные для роста гриба соединения азота. 88. Девичья фамилия Элеоноры Рузвельт – Рузвельт. Ее муж, Франклин Делано Рузвельт, был ее шестиюродным братом. 89. Каждый 5-й родитель в Германии сожалеет о том, что у него есть ребенок, и предпочел бы прожить свою жизнь без детей, по данным исследования 2016 года. 90. Жители Папуа-Новой Гвинеи говорят на 820 различных языках, что составляет 12% от всех языков мира. 91. Вулкан Монпелье в 1902 году извергся не из вершины, лава хлынула из трещины у подножия вулкана. После этого в вулканологии появился новый термин – пелейское извержение. 92. Люди были охотниками, собирателями 99% времени своего существования на Земле, вплоть до сегодняшнего дня. 93. Глотка синего кита, самого большого животного на Земле, имеет диаметр всего 10-20 см. 94. Brainport Vision Device – прибор, позволяющий слепому человеку видеть. Он в реальном времени передает двухмерную картинку с камеры на матрицу электродов на языке, а мозг интерпретирует эти импульсы как зрительные сигналы. 95. Несмотря на наличие серной кислоты и высокую температуру в атмосфере Венеры, биологи считают, что некоторые виды организмов могли бы там жить, подобно бактериям, обнаруженным в облаках Земли. 96. До реставрации 1901 года Стоунхендж выглядел вот так. 97. Диплодоки и тираннозавры никогда не встречались друг с другом. Диплодоки вымерли 145 миллионов лет назад, а все найденные останки тираннозавров свидетельствуют о том, что они жили 60-70 миллионов лет назад. 98. Певица Бейонсе – дальняя родственница знаменитого австрийского композитора и дирижера Густава Малера. Она является ему 9-юродной праправнучатой племянницей. 99. Геккон Уроуплетус фантестисус настолько хорошо мимикрирует под засохший лист, что на его хвосту даже есть дырки, которые якобы выгрызли гусеницы. 100. Эскимосы Гренландии используют в качестве географических карт деревянные скульптуры. Даже в полной темноте они на ощупь могут определить, в какой бухте находятся. На картах отмечены горы, бухты и места, куда можно пристать на лодке. 101. Норвежская антарктическая станция носит название Тролль. 102.
Один из распространенных сюжетов европейских рисунков и гравюр Средневековья – рыцари, сражающиеся с улитками. Откуда взялся этот сюжет и что он означает, доподлинно неизвестно. 103. Ни одна женщина еще не пробегала милю за 4 минуты. Женский рекорд – 4:07, мужской – 3:43. 104. Pizza Hut доставила пиццу на МКС в 2001 году. Доставка до места назначения заняла несколько дней и обошлась компании в $1 миллион. 105. MPAA заявила, что если в мультфильме «Южный парк» большой, длинный, необрезанный будет более 400 ругательств, ему присвоят рейтинг NC-17, то есть лица младше 17 лет не допускаются ни при каких условиях, поэтому Мэтт Стоун и Трей Паркер сократили их количество в сценарии до 399. 106. Ice-T – актер, которого дольше всех в истории показывали в прайм-тайм на американском телевидении. Это связано с его ролью детектива Адафина Тутуолы в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус», в котором он снимается с 2000 года без перерыва. 107. Длительное воздействие света на хмельной напиток вызывает образование в нем вещества под названием зловонный тиол. Похожее соединение вырабатывают железы скунса. 108. Впервые ретушировать снимки и по желанию заказчика делать их цветными, что достигалось раскрашиванием акварелью, стали в 1840 году. 109. Однажды двое мужчин из Новой Зеландии и Испании сделали сэндвич с землей, положив куски хлеба в определенные точки с противоположных сторон планеты одновременно. 110. Знаменитый американский фотограф Мэтью Брэди был первым человеком, который сфотографировал самого себя, то есть сделал селфи. 111. Мы больше доверяем и лучше воспринимаем информацию от людей с большой бородой, чем от людей с аккуратной бородкой или безбородых. Большая борода инстинктивно ассоциируется со старостью, а значит с опытом и мудростью. 112. Чтобы вырастить картофель, нужно посадить в землю не семена, а картофелины. Так называемый семенной картофель является самым дорогим компонентом в процессе выращивания картофеля, поскольку на его долю приходится от 30 до 50% расходов. 113. Батончики KitKat особенно популярны в Японии, где их часто покупают в подарок, поскольку название бренда созвучно с японской фразой «китта кацу», что можно перевести как «удача». 114. Из 12 человек, побывавших на поверхности Луны, всего один был ученым, геолог Харрисон Шмидт. 115. Первая телефонная книга, напечатанная в 1878 году, содержала инструкцию, как пользоваться телефоном. В ней предлагалось начинать разговор со слова «здравствуйте», «hello», а заканчивать словами «это все», «that is all». 116. В конце 15 века ход шахматного ферзя изменили, чтобы ускорить игру. До этого он мог передвигаться только на одну клетку по диагонали и был слабейшей фигурой на поле. 117. До конца 1960-х годов мужчин с длинными волосами не пускали в Диснейленды. Сотрудники останавливали их у ворот и вежливо сообщали, что их внешний вид не соответствует дресс-коду парка. 118. Фотоаппарат «Смена-символ» применялся советскими альпинистами при восхождении на Эверест в 1982 году. Этот фотоаппарат вернулся из экспедиции в исправном состоянии и хранится сейчас в Политехническом музее в Москве. 119. Неанеморфный человек – это человек, выглядящий моложе своего возраста. 120. Некоторые аквариумные рыбки искусственно окрашены, для этого используются красители, лазерные тату, гормональные изменения и даже генетическая модификация. 121.
В 1926 году британскому ботанику и знатоку японских вишен Коллингвуду Ингрэму во время пребывания в Японии показали картину с белой сакурой, считавшейся исчезнувшей. Он узнал дерево, такое же росло в саду в Сассексе, где с него ранее взяли черенки. Благодаря этому сорт тайхаку, великая белая вишня, удалось сохранить и заново распространить в Японии. 122. Существуют пчелы-стервятники, которые питаются падалью. Они называются тригоны. 123. Лунная пыль электрически заряжена и прилипает ко всему, с чем соприкасается. 124. Бельгии принадлежит мировой рекорд по самому долгому времени без официального правительства. После выборов 13 июня 2010 года бельгийские политики формировали правительство 541 день. 125. Сине-зеленые водоросли с научной точки зрения не водоросли, а цианобактерии. 126. Когда Микеланджело писал «Страшный суд» в Сикстинской капелле, папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена назвал фреску непристойной и более подходящей для бани. В ответ художник изобразил его в аду в виде Миноса со слиными ушами и змеей, кусающей его в причинное место. 127. Вирусы, вызывающие простуду, способны выживать до 48 часов на большинстве поверхностей, а на банкнотах – до 17 дней. 128. Женщина по прозвищу Ниндзя с крыши около года жила внутри вывески на крыше продуктового магазина Family Fair в городе Мидленд, штат Мичиган. Внутри у нее были компьютер, принтер, стол и кофеварка. Ее обнаружил работник, заметивший удлинитель, протянутый внутрь вывески. 129. В каждом ресторане «Макдональдс» в Австрии есть круглосуточная горячая линия связи с посольством США для помощи американским путешественникам, попавшим в беду или потерявшим паспорт. 130. Ощущение легкости в животе, которое мы иногда чувствуем, катаясь на аттракционах, например, при спуске на американских горках, вызвано тем, что внутренние органы в этот момент находятся в свободном падении. 131. Черные ящики в самолетах окрашены в оранжевый цвет. 132. 80% из почти 4000 видов животных, населяющих Байкал, больше нигде в мире не встречаются. 133. Семилетняя Бонни Ломан пришла в магазин с отчимом и заметила свое фото на упаковке молока. Такие изображения размещались в рамках программы поиска пропавших детей. Она узнала себя, но отчим велел ей никому об этом не говорить. Позже соседи опознали девочку на фотографии и обратились в полицию. В итоге выяснилось, что мать похитила Бонни, когда ей было 3 года. 134. Катапультирование в аварийной ситуации, хотя и позволяет сохранить пилоту жизнь в 90% случаев, часто оставляет его с инвалидностью из-за перелома позвоночника или травмы головы, около 30% случаев. 135. Всего от 1,5 до 7% генов человека являются исключительно человеческими, то есть встречаются только у представителей вида Homo sapiens. 136. Количество пищеварительных газов, выделяемых человеком в день, достаточно, чтобы надуть воздушный шарик. 137. Александр Пушкин был очень суеверным. Он, например, считал перебегающего дорогу зайца дурной приметой. Если такое происходило, он отменял поездку и возвращался обратно. 138. Есть один способ пощекотать самого себя легкими прикосновениями мизинца к небу. 139. Рисовая гипотеза утверждает, что общества, практиковавшие заливное рисоводство, требующее согласованного орошения и координации посадочных работ, как правило, формируют коллективистскую культуру, тогда как регионы,
ориентированные на выращивание пшеницы, со временем становятся более индивидуалистичными. 140. Редуктио ад абсурдум, сведение к абсурду, способ аргументации, когда утверждение намеренно доводится до абсурда, чтобы продемонстрировать его несостоятельность. Например, Земля не может быть плоской, иначе люди бы падали с ее края. 141. Мэтью Дэвид Хьюз, сталкер Эминема, за 6 лет трижды незаконно проникал в его дома. В 2019 году он вломился в один из домов, где артист раньше жил, и сказал новому владельцу, что ищет своего брата Маршалла. В 2020 году он пробрался в дом самого рэпера и заявил, что пришел его лишить жизни. В 2024 году он снова незаконно проник туда же. 142. Десятилетнее исследование, проведенное среди 19 тысяч семей, показало, что видеоигры не оказывают никакого негативного влияния на ребенка. 143. Все чистокровные верховые лошади по отцовской линии происходят от 3 жеребцов начала XVIII века. 144. К Элизе, возможно, самое узнаваемое произведение Бетховена, было впервые опубликовано через 40 лет после смерти композитора. Кем была эта Элиза, узнать так и не удалось. 145. Королевский канадский монетный двор изготавливает монеты для 80 разных государств. 146. Человеческая деятельность за последние 50 лет привела к сокращению популяций диких животных по всему миру почти на 70%. 147. Актер Федерико Кастеллуччо, сыгравший Фурио Джунту в клане Сопрано, в 2014 году заметил на аукционе картину с неверной атрибуцией. Он купил ее за $68 тысяч, а позже, после новой экспертизы, ее оценили в $10 миллионов. 148. В 2006 году 21-летний Алекс Тоу заработал $1 миллион, продавая пиксели на веб-странице размером 1000 на 1000 пикселей по цене $1 за пиксель. 149. Канадцы отправили 5 тонн кленового сиропа в знак благодарности норвежскому тренеру, который во время гонки дал канадской лыжнице запасную палку после того, как она сломала свою. Благодаря этому Канада в итоге завоевала серебряную медаль на зимней Олимпиаде 2006 года. 150. Инерция Мирового океана, кроме замедления вращения Земли, приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится настолько, что ее будет недостаточно для того, чтобы заслонять собой Солнце, поэтому солнечные затмения прекратятся. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 151. Французский ученый Этьен Кляйн опубликовал изображение, выдав его за снимок Проксимы Центавра, сделанный телескопом Джеймс Уэбб. Многих впечатлили детализация и качество, но позже выяснилось, что это было фото колбасы чоризо и научный розыгрыш,
призванный показать, как легко поверить эффектной картинке без проверки источника. 152. Пумы – рекордсмены книги рекордов Гиннесса как животные с наибольшим количеством названий, только в английском языке их более 40. 153. Для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, в СССР широко использовали старые рентгеновские снимки. Такие пластинки называли музыкой на костях. 154. В Древней Греции воины во время атаки должны были кричать «Алла-ла-ла», чтобы подбадривать друг друга. А древние германцы кричали в свои щиты, чтобы возникающий гул пугал лошадей противника. 155. Известно, что сестра Анны Франк, еврейской девочки, которая вела знаменитый дневник в оккупированном нацистами Амстердаме, тоже вела дневник, но он так и не был найден. 156. Земля – единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение. 157. На острове Анжуан, входившем в состав Союза Коморских островов, но объявившем независимость, за 24 года произошло 24 попытки государственного переворота. 158. Большая часть компьютерной графики в фильме «Парк юрского периода» на самом деле была выполнена с помощью практических эффектов и аниматроники, а компьютерные эффекты использовались лишь в нескольких сценах, поэтому картина до сих пор выглядит убедительно. 159. С 1941 по 1992 год в СССР существовал налог на бездетность. Он составлял 6% от зарплаты. Налогом облагались бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. 160. Мартин Скорсезе не снимал фильмов по оригинальным сюжетам с 1985 года. Все его работы с тех пор были либо экранизациями, либо биографическими картинами. Только 7 его полнометражных фильмов основаны на оригинальных сценариях. 161. В XIX веке соленый сырой сельдерей был третьим по популярности блюдом в меню нью-йоркских ресторанов и стоил дороже черной икры из-за сложностей с его выращиванием. 162. В оригинальной версии сказки братьев Гримм принцесса не целует лягушку, а изо всех сил швыряет в стену. Удар разрушает проклятие, и лягушка превращается в принца. 163. Было по меньшей мере 42 неудачных покушения на Гитлера. 164. Молоко дельфина является самым жирным и калорийным среди всех млекопитающих. 165. Индейские племена Америки, сталкивавшиеся с сокращением численности, нередко принимали пленных, захваченных во время набегов, в свои семьи, чтобы восполнить потери населения. Таким образом были приняты сотни белых пленников. 166. Термин «Болливуд» относится не ко всему индийскому кино, а только к тому, что производится в городе Мумбаи. Местная продукция выходит на языках хинди, панджаби и урду, а также на английском. 167. Во время разработки Xbox название не устраивало маркетинговую команду Microsoft. Его включили в список вариантов для проверки на фокус-группах, ожидая, что пользователи воспримут его хуже других. Но именно Xbox получил наилучший отклик и в итоге стал официальным названием. 168. Калифорнийские суслики и скальные белки жуют сброшенную кожу гремучих змей и обмазывают ею мех, чтобы скрыть свой запах от хищников. 169. Юдит Дойч-Хаспель, самая титулованная пловчиха Австрии своего времени, отказалась участвовать в Олимпийских играх 1936 года в нацистской Германии, вместе с еще 2 еврейскими спортсменками.
После этого ее вычеркнули из официальных рекордов страны и отстранили от дальнейших соревнований. 170. В лабораторных экспериментах Гарварда некоторые собаки проявляли спонтанную эмпатию, они подходили к людям и пытались помочь, когда те изображали боль, тогда как другие оставались совершенно безучастными. 171. По оценкам ученых, ежегодно в океан сбрасывается 14 миллионов тонн пластикового мусора. 172. Сосна Волеми – редкое живое ископаемое, она росла еще 66 миллионов лет назад, во времена динозавров, и до 1994 года была известна только по ископаемым остаткам. В 1994 году в каньоне Национального парка Волеми обнаружили около 60 живых деревьев этого вида. 173. Артур Джон Прист, прозванный непотопляемым кочегаром, выжил при крушении «Титаника», «Британника» и еще в 3 морских катастрофах. 174. Дороданго – традиционное японское детское занятие. Дети формируют из комков грязи идеальные шары и полируют их до блеска. 175. Женщины выгорают на работе значительно быстрее и сильнее мужчин, особенно это касается работающих мам, утверждают клинические психологи. 176. В 2000 году группа музыкантов, выдававших себя за Московскую филармонию, провела в Гонконге серию концертов с аншлагом для 10 тысяч местных жителей. Настоящая Московская филармония в это время гастролировала во Франции, Испании и Португалии. Никто из зрителей не разоблачил подмену. Группа заработала $300 тысяч за неделю. 177. Первый в истории фильм ужасов «Особняк дьявола», Франция, 1890-х годов. 178. Извержение вулкана в 1961 году стало самым известным событием в истории острова Тристан-да-Кунья. Из-за него пришлось эвакуировать все население. Все 264 жителя, причем численность островитян оставалась относительно стабильной на протяжении предыдущих 50 лет, были перевезены в Англию и размещены в пустующих армейских казармах в графстве Хэмпшир. Однако предполагаемые блага западной цивилизации, автомобили, лифты и кинотеатры, которых островитяне прежде никогда не видели, не убедили их остаться. Спустя 2 года все, кроме 14 человек, вернулись домой. Они заново отстроили разрушенное поселение и вернулись к своему простому укладу жизни. Ловле омаров и вязанию традиционных шерстяных свитеров. Газета Daily Mirror тогда с одобрением писала, что этим поступком островитяне отвесили самодовольным британцам вполне заслуженную и презрительную пощечину. 179. Эрида поначалу была представлена НАСА как 10-я планета Солнечной системы после Плутона. Это побудило Международный астрономический союз впервые официально определить, что следует считать планетой. В результате принятого решения Плутон, Эрида и Церера утратили статус планет и были отнесены к карликовым планетам. 180. Сотрудницу Burger King в Ванкувере, проработавшую в компании 24 года, уволили за то, что она унесла домой сэндвич, картофель фри и напиток. Менеджер утверждал, что разрешение было дано только на сэндвич, и обвинил ее в краже. Однако судья постановил, что она не собиралась ничего красть, и присудил ей компенсацию в размере $46 тысяч. 181. Способность сесть на пол и встать без помощи рук или коленей используется как показатель, позволяющий прогнозировать продолжительность жизни. 182. В XIX веке английские врачи рекомендовали мужчинам ношение бороды как полезного для здоровья средства фильтрации воздуха, а также как защиту от болезней горла. 183.
Люди, которые тратят деньги на впечатления, счастливее людей, тратящих деньги на вещи, показало исследование. 184. До 1997 года рецепт печенья Орео включал свиное сало. 185. Название Канады происходит от слова «деревня» каната на языке местных индейцев. 186. Джулиану Леннону пришлось выкупать на аукционе свои собственные письма отцу, потому что Йоко Оно Леннон отказалась отдать их ему. 187. Самое простое и эффективное средство от изжоги – бананы. Они помогают, потому что содержат большое количество минералов и щелочи. 188. В 2021 году премия «Золотая малина» ввела специальную категорию «Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», в которую вошли все 8 его работ за тот год. Спустя 4 дня после церемонии семья Уиллиса сообщила, что у него диагностирована афазия. 189. Чиновники канадского города Реджайна были вынуждены принести извинения за принятый слоган города, который общественность посчитала неприемлемым. «Покажи нам свою Реджайну». 190. В Португалии работодателю законом запрещено звонить сотруднику вне рабочего времени. 191. В Финляндии и соседних странах большой популярностью пользуются ралли по пересеченной местности в формате фолкрейс. К участию допускаются только стандартные семейные автомобили с приводом на одну ось. Чтобы снизить влияние уровня доработок на результат, установлен потолок стоимости машины вместе со всеми модификациями. В Финляндии он составляет 2000 евро. Соблюдение этого правила контролируется максимально просто. Любой желающий имеет право выкупить автомобиль любого участника по установленной цене. Если владелец отказывается продавать, его могут дисквалифицировать. 192. Макдональдс потратил около $300 миллионов на разработку, производство и продвижение бургера Arch Deluxe. Несмотря на крупнейший на тот момент рекламный бюджет в истории индустрии фастфуда, новинка не завоевала популярности и считается одним из самых дорогостоящих продуктовых провалов. 193. После продажи всех своих акций в 2006 году один из сооснователей NVIDIA, Кертис Прим, выручил около $30 миллионов, доля, которая сегодня стоила бы более 70 миллиардов. 194. У казуара на среднем пальце есть кинжалообразный коготь длиной около 12 сантиметров. С его помощью птица может одним ударом нанести человеку смертельную травму. В некоторых странах казуар – единственная птица, официально признанная особо опасным животным. 195. Во время взрыва в Галифаксе в 1917 году железнодорожный диспетчер, оставаясь на своем посту и наблюдая за горящим судном с боеприпасами, предупредил об опасности. Он отправил телеграмму с приказом остановить приближающиеся поезда со словами «Похоже, это мое последнее сообщение. Прощайте, ребята», и погиб при взрыве. 196. В 2020 году мужчина из Бенгалии судился с индийскими властями за выдачу ему удостоверения личности избирателя с фото собаки вместо его. 197. Определенные шаблоны и корреляции в данных отслеживания взгляда человека могут выявить его пол, возраст, этническую принадлежность, личностные черты, эмоции, страхи, навыки, интересы, а также состояние физического и психического здоровья. 198. Император Аврелиан воссоединил Римскую империю в период кризиса III века, отразил несколько германских вторжений, провел религиозную реформу, утвердив культ верховного божества, непобедимого солнца, воздвиг вокруг Рима стены, прослужившие до эпохи порохового оружия, и осуществил реформу денежного обращения. Его правление продолжалось всего 5 лет.
199. Несмотря на серьезные трудности с ходьбой и поддержанием равновесия, характерные для болезни Паркинсона, некоторые пациенты неожиданно сохраняют способность уверенно ездить на велосипеде. В повседневной жизни им бывает трудно сделать даже несколько шагов, они легко теряют баланс и могут падать. Однако на велосипеде их движения выглядят почти нормальными. Этот феномен, известный как парадоксальная кинезия, остается недостаточно изученным. Но на практике велосипедная терапия нередко применяется для облегчения симптомов заболевания. 200. Лаваса – частный город в Индии стоимостью $4,4 миллиарда, построенный в итальянском стиле и рассчитанный на 300 тысяч жителей, превратился в город-призрак из-за долгов и нарушений экологических норм. 201. В Чикаго есть статуя большой какашки, которая служит памятником домашним собакам, а также напоминанием владельцам прибирать за своими питомцами. 202. Несмотря на то, что Советский Союз существовал всего 69 лет, он по-прежнему занимает второе место в общем зачете олимпийских медалей за все время после США, опережая занимающую третье место Великобританию почти на 200 медалей. 203. Северный олень – единственное млекопитающее, чьи глаза меняют цвет, чтобы регулировать количество попадающего в них света. Они у него темно-синие зимой и золотистые летом. 204. Когда японский даймё Уэсуги Кэнсин узнал, что его главный военный противник Такеда Синген остался без поставок соли из-за блокады, он отправил ему соль со своих земель, сопроводив письмом «Я воюю не солью, а мечом». 205. Самый старый съедобный сыр в мире, 40-летний чеддер, был продан на аукционе в 2012 году почти за $20 тысяч. Это экстремальная еда. Едва ли это съедобно, рассказал покупатель сыра. 206. Телепередача «Воссоединение разлученных семей» на южнокорейском телеканале KBS, приуроченная к 30-летию перемирия в Корейской войне, изначально задумывалась как короткий 95-минутный выпуск. Но из-за огромного отклика зрителей шла почти непрерывно 453 часа и 45 минут. Заявки подали более 53 тысяч человек, и прямо в эфире удалось воссоединить около 10 тысяч семей, разлученных войной. 207. В 1992 году за борт транспортного корабля в океан упал контейнер, в котором перевозили 28 тысяч резиновых уточек и других игрушек для ванн. Их до сих пор находят у берегов по всему миру. 208. В Канаде на перерабатывающем предприятии нашли около $100 тысяч, спрятанных внутри телевизора 1980-х годов. Деньги пролежали там почти 30 лет, владелец забыл о тайнике, когда отдал телевизор знакомым, и получил их обратно только после находки. 209. Помимо страховых компаний, существуют и перестраховочные, страхующие договоры страхования. 210. В мбабараме, языке коренных австралийцев, слово, обозначающее собаку, тоже звучит как дог, но имеет независимое происхождение. 211. У бегемотов такая толстая кожа, что ветеринары в качестве шовного материала при зашивании кожных ран используют металлическую проволоку. 212. Муаммар Каддафи считал, что Шекспир – это арабский поэт Шейх Зубейр. 213. Студия, работавшая над фильмом «Соник 3» в кино специально для Джима Керри, который ранее объявил о паузе в карьере, подготовила экземпляр сценария, напечатанный золотыми чернилами. Это стало своеобразной отсылкой к его шутливым словам о том, что он мог бы вернуться к съемкам, если ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами, и он поймет, что людям действительно важно увидеть этот проект. 214.
11 детей, родившихся в Антарктиде в рамках инициатив Аргентины и Чили, сейчас пытаются заявить свои права на эту территорию. 215. Когда человек якобы неподвижно стоит, он слегка покачивается вперед-назад. Это происходит от того, что сила тяжести пытается опрокинуть его, но мышцы ног препятствуют этому. 216. С самого первого чемпионата мира по футболу в 1930 году и по сей день в финал выходили только сборные из Европы и Южной Америки. 217. Министр просвещения при Николае I Сергей Уваров утверждал, что для молодых людей, рожденных в низших слоях общества, высшее образование бесполезно, составляя лишнюю роскошь и выводя их из круга первобытного состояния без выгоды для них и для государства. 218. В английской деревне Бёртон-он-Уотер в графстве Глостершир находится ее уменьшенная копия в масштабе 1:9. Здесь воспроизведены большинство зданий, высажены карликовые деревья и проложено русло реки. При этом место, где расположена сама миниатюра, внутри макета отмечено еще одной, более маленькой моделью с теми же постройками, но уже без реки и зелени. Создатели пошли дальше и повторили этот прием еще дважды. Так что самый крошечный элемент представляет собой модель модели деревни. 219. Древнегреческие девушки легкого поведения оставляли на песке надписи «Следуй за мной», отпечатанные их сандалиями. 220. Подшипники главного вала первой в мире атомной подводной лодки были сделаны из дерева. 221. Набор «Барби-вечеринка» включал в себя помимо самой куклы аксессуары, весы всегда показывающие ровно 50 килограммов, и книгу о диете под названием «Как похудеть». Книга содержала единственный совет – не есть. Набор продавался несколько лет, пока протесты гневных родителей не заставили Мэттл снять его с производства. 222. Предполагается, что возникновение десятичной системы счисления связано с количеством пальцев на руках у человека. 223. Бернарда Шоу однажды спросили, какие 5 книг он взял бы с собой на необитаемый остров. Он ответил, что выбрал бы 5 книг с пустыми страницами. В 1974 году эту идею реализовало американское издательство Harmony Books, выпустив издание под названием «Книга Ничто», состоявшее из 192 полностью пустых страниц. Книга нашла своего читателя и впоследствии неоднократно переиздавалась. 224. У коров более 800 групп крови. 225. В Сингапуре есть банды выдр, которые с 2015 года ведут борьбу за территорию. За ними с азартом наблюдают местные жители и пресса. Каждая банда имеет название и определенную репутацию. Схватки случаются довольно часто, но редко бывают смертельными. 226. Порабощенные африканцы работали на кораблях, перевозивших других африканцев в рабство. Они трудились на борту в том числе как переводчики и посредники в общении между работорговцами и пленниками. Они также помогали уменьшать некоторые страхи недавно поднявшихся на борт. 227. В 2009 году работу Большого адронного коллайдера, невероятно сложного устройства стоимостью более 3 миллиардов фунтов стерлингов, пришлось остановить из-за того, что пролетающая мимо птица уронила в него кусочек хлеба. 228. Ханна Кларк, подросток из Англии, прожила с 2 сердцами 11 лет после трансплантации. Позже врачи удалили донорское сердце, когда ее собственное сердце чудесным образом восстановилось и снова начало работать самостоятельно. 229. В начале 1980-х годов в США, когда стали появляться подтверждения существования СПИДа,
Заболевания начали выявлять не только среди групп повышенного риска, но и у пациентов с гемофилией. Выяснилось, что заражение происходило через препараты для свертывания крови, изготовленные из донорской плазмы, в которой мог присутствовать вирус. После громкого общественного резонанса компания Bayer и другие крупные фармпроизводители разработали безопасную версию препарата с термической обработкой, однако сначала она распространялась главным образом внутри США. В то же время в странах Азии и Латинской Америки еще некоторое время продолжали реализовывать старые партии лекарств, поскольку компании не спешили списывать накопленные запасы. 230. У компании Lego есть специальный склад, где хранятся экземпляры всех когда-либо выпущенных наборов конструктора. 231. Дудаизм – шуточная религия, вдохновленная героем фильма «Большой Лебовски». Ее последователи проповедуют спокойное отношение к жизни, умение не переживать по пустякам и радоваться простым вещам. 232. Территория Республики Бангладеш в 120 раз меньше территории России, но людей там живет на 20 миллионов больше. 233. Блоки Великой Китайской стены скреплены особым раствором, приготовленным из гашеной извести и клейкой рисовой каши. 234. Необычная огуречная форма небоскреба Мэри Экс в Лондоне способствует тому, что ветер огибает здание, а не устремляется вниз, как это происходит с обычными прямоугольными небоскребами и не мешает комфорту пешеходов. 235. Во время открытия Олимпиады в Сеуле в 1988 году в небо выпустили голубей, часть из которых села на чашу олимпийского огня, и их постигла незавидная участь. 236. В январе 1959 года, вскоре после победы Кубинской революции, Фидель Кастро впервые обратился к нации по телевидению. Во время выступления на его плечо сел белый голубь и оставался там почти 2 часа, пока он говорил. Неясно, было ли это случайностью или птицу специально подготовили. Однако эпизод приобрел глубокий символический смысл для многих кубинцев. 237. Посередине поля стадиона Эстадио Милтон Кореа в Бразилии проходит экватор. Так что футбольные команды могут сыграть друг против друга, находясь в разных полушариях Земли. 238. Знаменитый баскетболист Шакил О'Нил – успешный инвестор. Он был одним из первых инвесторов Google, инвестором Apple, а также планировал инвестировать на раннем этапе в компанию Starbucks, но отказался от этой идеи, потому что не любит кофе. 239. 4 угла – это точка в США, где сходятся границы Аризоны, Юты, Колорадо и Нью-Мексико, поэтому там можно одновременно находиться сразу в 4 штатах. 240. Гватемальский повар Дэвид Гарсия готовит пиццу на раскаленной лаве вулкана Пакая. 241. Домашние компьютеры ZX Spectrum стали настоящим феноменом в Европе 1980-х годов, а позже и в странах бывшего СССР. Их доступность объяснялась необычным подходом. Вместо дорогого монитора использовался обычный телевизор, а роль носителя данных выполнял кассетный магнитофон. Игры и программы распространялись на аудиокассетах, где они были записаны в виде звуковых сигналов, которые компьютер преобразовывал в данные при загрузке. Энтузиасты могли записывать софт даже с радиопередач, просто включая запись на магнитофоне. Кроме того, специализированные журналы публиковали листинги программ. Пользователи вручную вводили код, запускали его и сохраняли на кассету для дальнейшего использования. 242. В Австралии в XIX веке построили гигантский забор длиной около 5600 километров, чтобы защитить овечьи пастбища от собак динго. Он длиннее границы между Россией и Китаем. 243.
Остров Фазанов на реке Бедасоа каждые полгода переходит под управление то Испании, то Франции. Власти стран сменяются по очереди уже более 300 лет. 244. На Маврикии вблизи деревни Шамарель находятся дюны из песка 7 цветов – красного, коричневого, фиолетового, зеленого, голубого, пурпурного и желтого. И даже если этот песок перемешать, со временем он снова разделится по оттенкам. 245. Когда мы трем глаза, надавливая на глазные яблоки, раздражение зрительного нерва мозг интерпретирует как обычный сигнал от рецепторов сетчатки, и мы видим расходящиеся разноцветные круги. 246. Бесси Холл, девушка из Новой Шотландии, которая в 1870 году, в возрасте 20 лет, была вынуждена принять командование кораблем, охваченным оспой, и благополучно провела его через штормы от Флориды до Англии. 247. Отец ядерной физики Эрнест Резерфорд однажды заявил: «Все науки делятся на физику и коллекционирование марок». Он получил Нобелевскую премию по химии. 248. Аристотелев фонарь – научное название ротового аппарата морских ежей, данное в честь древнегреческого мыслителя Аристотеля, который впервые описал этот орган и сравнил его по форме с античным переносным фонарем. 249. Первый в мире программируемый электронный компьютер ENIAC весил 30 тонн и состоял из 18 тысяч электронных ламп. 250. В XVI веке испанцы открыли в Боливии, в районе Потаси, крупное серебряное месторождение. Его интенсивная разработка привела к значительному притоку серебра в Европу, что способствовало росту цен, обесцениванию испанской валюты и неоднократным государственным банкротствам испанской монархии. 251. Традиция называть первые зубы человека молочными восходит к древнегреческому ученому и врачу Гиппократу, который считал, что эти первые зубы действительно формируются из молока матери. 252. Северные олени способны воспринимать ближний ультрафиолетовый диапазон 300-400 нанометров. Снежный покров хорошо отражает такое излучение, тогда как многие значимые для оленей объекты, например, шерсть волка или ягель, его поглощают. Поэтому волк светлой окраски, который для человека едва заметен на фоне снега, для оленя выглядит как резко контрастное пятно. 253. Использовать трубопроводы для перекачки нефти предложил Дмитрий Менделеев в 1863 году. 254. Белые куропатки пережидают сильные морозы, зарывшись в снег. 255. Современные зоологи считают, что осьминоги, вероятнее всего, разумны, то есть обладают интеллектом. 256. Во время разрушительных лесных пожаров в Калифорнии в 2017 году пес по кличке Один отказался оставить стадо коз, которое охранял, и остался среди надвигающегося огня. Хозяину пришлось уехать, спасая семью. Когда он вернулся, на месте дома были лишь руины, но Один выжил и по-прежнему сторожил всех 8 коз. 257. Винс Кларк, один из основателей Депеш Мод, покинул группу, потому что ему не понравилась слава. Затем он основал еще 2 группы, которые в итоге тоже стали известными – Езу и Эрейже. 258. Сейчас вы видите фотографию египетских пирамид с борта МКС. 259. Эдгара По вдохновила на написание прославившей его поэмы «Ворон» настоящее чучело ворона, когда-то принадлежавшее Чарльзу Диккенсу. 260. Эффект Дрости – это прием, при котором изображение содержит уменьшенную копию самого себя, повторяющуюся рекурсивно. Термин появился в конце 1970-х годов по мотивам упаковки какао-дроуст, хотя сам эффект использовался в искусстве еще в XIV веке.
261. Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, финансировал строительство нацистского лагеря смерти в Освенциме. 262. В 2013 году Intel стала спонсором футбольного клуба «Барселона» и разместила свой логотип на внутренней стороне формы, обыгрывая слоган «Intel Inside», «Intel внутри», чтобы рекламу было видно, когда футболисты снимали майки. 263. В годы Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием летающего танка. 264. По словам зоопсихологов, наиболее частые наблюдаемые психические заболевания у домашних животных – фобии, компульсивные расстройства, например, постоянное вылизывание хвоста, посттравматический стресс, депрессия и тревожность. 265. В 1913 году душевнобольной иконописец изрезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно удалось восстановить благодаря реставраторам. Сам Репин переписал голову царя, но его правки не соответствовали первоначальной живописной гамме, и руководивший реставрацией Игорь Грабарь позже убрал их, восстановив картину по фотографиям. Когда Репин увидел полотно вновь, он не заметил изменений. 266. Австрийский горнолыжник Херман Майер, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный обладатель Кубка мира, получил прозвище «Херминатор», отсылающее к Арнольду Шварценеггеру, который тоже родился в Австрии. 267. Люди, которые предпочитают спать на левом боку, чаще видят кошмары, чем люди, обычно спящие на правом боку. 268. В Антарктиде есть кровавый водопад. Поток кроваво-красной воды, вытекающий из ледника, это вода из подледного озера, насыщенная железом и скрытая под 400-метровым слоем льда, где обнаружена изолированная экосистема микроорганизмов. 269. В конце XIX века у берегов Новой Зеландии один корабль встретил необычного спутника – дельфина, которого команда собиралась загарпунить, однако капитан по просьбе жены не позволил этого сделать. Животное несколько часов держалось рядом с судном. В последующие годы дельфин, получивший от моряков имя Пилорус Джек, почти четверть века появлялся в проливах Кука и Френч-Пасс между Северным и Южным островами, встречая проходящие корабли и сопровождая их, то вырываясь вперед, то играя у бортов. Его интересовали исключительно пароходы, на яхты и парусники он не обращал внимания. Когда в проливе одновременно шли два парохода, Джек присоединялся к более быстрому. 270. Эффект хамелеона – это неосознанная имитация жестов, манер или выражения лица собеседника. Именно благодаря этому эффекту проверка телефона или, например, зевота так заразительны. 271. Индийская автоматическая межпланетная станция Чандраян-2 сфотографировала посадочные модули американских миссий Аполлон-11 и Аполлон-12 на Луне. 272. Мужчина из Мичигана по имени Боб упал в снег у себя на заднем дворе и травмировался. Его собака Келси спасла ему жизнь, она лежала на нем, согревая и лизала его лицо и руки, не давая потерять сознание, на протяжении 20 часов, пока наконец не пришел сосед и не вызвал скорую. С Бобом все в порядке. 273. В американском штате Флорида обитает больше миллиона аллигаторов, их можно встретить практически в любом водоеме. 274. В 2026 году Крис Маршалек, основатель криптовалютной платформы Crypto.com, купил домен AI.com за $70 миллионов. Это самая крупная сделка по продаже доменного имени в истории. Мне показалось довольно интересным, что один человек может владеть двумя доменами, представляющими столь важные категории, отметил Маршалек. 275.
Жирафы из-за своего высокого роста и жизни на открытых равнинах более уязвимы к ударам молнии, и случаи их гибели от молнии задокументированы, хотя в целом это происходит редко. 276. В 2010 году в Демократической Республике Конго произошла необычная авиакатастрофа. Небольшой самолет местной авиакомпании разбился из-за паники на борту, вызванной крокодилом, которого один из пассажиров тайно провозил в сумке. Когда рептилия выбралась наружу, перепуганные люди бросились к кабине пилотов. Из-за смещения веса самолет потерял равновесие и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Погибли 20 человек, выжил только один пассажир, по показаниям которого удалось восстановить картину произошедшего. Сам крокодил пережил крушение, но был убит спасателями на месте. 277. Существует специальный корм для кошек, который уменьшает уровень основного аллергена белка FLD1 в их слюне, благодаря чему у людей с аллергией симптомы при контакте с кошкой могут быть менее выраженными. 278. Несколько американских солдат дезертировали в Северную Корею после окончания Корейской войны. 279. Исследования показывают, что большинство людей перестают открывать для себя новую музыку примерно в возрасте 30-33 лет. 280. В 2018 году российский хакер по имени Алексей взломал 100 тысяч маршрутизаторов частных пользователей и устранил уязвимости, чтобы другие хакеры не смогли ими злоупотребить. 281. Опрос, проведенный Lay's, показал, что 42% людей не знают, что картофельные чипсы делают из картофеля, поэтому на упаковках Lay's стали указывать «сделано из настоящего картофеля». 282. 12 сентября 1715 года Петр I издал указ, направленный на защиту деревянных мостовых Санкт-Петербурга, запретив жителям города укреплять подошвы сапог и башмаков металлическими скобами и гвоздями. За нарушение предусматривались строгие меры. Ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет на его великого государя. 283. Фильм «Евангелие от Матфея» режиссера Паоло Пазолини, известного атеиста и марксиста, был назван официальной газетой Ватикана «Л'Осерваторе Романо» лучшим фильмом о Христе из когда-либо снятых. 284. Сыновья в Италии продолжают жить с родителями до 30 лет и более, пока не женятся. Институт семьи очень силен в этой стране. 285. Более 3/4 территории Италии занимают горы или холмы. 286. В 2011 году императорский пингвин по кличке Happy Feet добрался до Новой Зеландии, проплыв около 3200 километров от Антарктиды. Он стал вторым императорским пингвином, когда-либо обнаруженным в стране. Первый случай был в 1967 году. На пляже он ел песок, вероятно, принимая его за снег, съел около 2 килограммов, из-за чего ему потребовалась помощь ветеринаров. 287. Тамерлан и его противник Султан Баязид I были не только врагами на поле боя, но и годами обменивались письмами, в которых оскорбляли друг друга. 288. В 2014 году Джордж Мартин выставил на благотворительный аукцион возможность для 2 человек появиться и погибнуть в его будущем романе «Ветра зимы» за $20 тысяч. 289. Роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану» настолько непонятен, что никакие описания его сюжета не совпадают друг с другом. Некоторые критики даже утверждают, что любая попытка выявить сюжет в этом произведении является пустой тратой времени. 290.
На борту аппаратов Пионер-10, Пионер-11 и Вояджеров размещена карта положения Солнечной системы относительно 14 пульсаров. 291. Пинг-понг – это официальное название одной из разновидностей настольного тенниса, хотя нередко употребляется как его синоним. 292. Актер Пол Уинчелл, озвучивший тигру в диснеевском «Винни-Пухе», изобрел искусственное сердце. 293. За более чем 30 лет работы аэропорт Кансай в Японии ни разу не терял багаж. 294. Чтобы проглотить добычу, гидра разрывается, образуя пасть, способную раскрыться шире ее собственного тела, а затем, так сказать, надевается на жертву. 295. Дельфины рождаются с усами, но с возрастом усы исчезают. 296. В пьесе Шекспира говорится, что Гамлет был полным и страдал одышкой. 297. Очень большой телескоп в Чили официально называется «Очень большой телескоп». 298. Кит по прозвищу 52-герцовый кит поет на частоте, необычной для других китов, из-за чего его прозвали самым одиноким китом в мире. Позже ученые зафиксировали сигналы второго кита с похожей частотой, однако определить, к каким видам они относятся, пока не удалось. 299. В 1969 году, вскоре после посадки Аполлона-11 на Луне, газета The New York Times опубликовала краткие оклики известных деятелей со всего мира на это событие. Среди них оказался испанский художник Пабло Пикассо, ему тогда было 87 лет, и он жил во Франции. Его реакция прозвучала неожиданно резко: «Для меня это ничего не значит. У меня нет мнения по этому поводу, и мне все равно». Эта цитата вышла в газете вместе с комментариями других общественных фигур, откликнувшихся на первые шаги человека по лунной поверхности. 300. Число Данбара – это предполагаемый предел числа людей, с которыми человек может поддерживать устойчивые личные связи. В среднем около 150, примерно от 100 до 230. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 интересными фактами, под которые легко уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В этом видео их будет несколько. Каждое щупальце осьминога имеет собственный мини-мозг, богатый нейронами. И каждый из этих мозгов способен принимать решения самостоятельно. В Википедии есть статья, в которой перечислены рецепты бутербродов со всего мира. Россия представлена в ней бутербродом с маслом и красной икрой. По закону Германии, каждый будущий водитель должен пройти курсы оказания первой медицинской помощи на случай аварии, иначе он не сможет получить водительские права. Вот такими у нас получились 300 интересных фактов, под которые легко уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах,
помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.